Так получилось, что я, наверное, посланник мира здесь, и вдруг Мертвое море начинает штормить. Значит ли это, что жизнь должна платить смерти? Невозможно. Почему у них даже имени нет? Их задача вот что-то родить, и что потом со мной происходит, это немыслимо. Я сравниваю состояние невесомости, погружаюсь в Мертвое море, и вот тут я начинаю соединять то, что я называю планетой. Ну уж так получилось, что я, наверное, посланник мира здесь непонятно какой. То есть начиная с того, что я работаю в ракетном центре, и когда сталкиваюсь и понимаю, что я работаю на смерть, я сразу ухожу из ракетного центра. Начинаю работать с людьми, начинаю работать в медицине, начинаю работать с оздоровлением людей, потому что мне важно, чтобы была жизнь. Я когда смотрю на любого человека, я думаю, ну представляете, его же столько лет растили, ведь мамы вкладывали в него, земля столько всего вкладывала. Ведь чтобы вообще вот это тело появилось на свет, это сколько сил все вложили, и вдруг мы это тело убиваем. Ну как, ну почему? Скажите мне, пожалуйста. То есть почему так люди друг к другу относятся? То есть почему они так друг друга убивают? Почему они вообще так живут? И вот, конечно, ну невозможно просто... Без слез мне было невозможно подойти к этой стене плача. То есть я понимала, что это стена плача. То есть о чем эта стена плачет? Она опорная стена, да, разрушенный храм. Да, они до сих пор пытаются к этой стене подходить. Да, они делают свои праздники. И, конечно, вот этот плач, вот эти капли, капли жизни, капли несостоявшихся надежд, капли вот этой мечты, капли всего, что должно было стать и расцветать, и вдруг превращаются эти капли в эту соль, превращаются в это Мертвое море. И вдруг Мертвое море начинает штормить. Ко мне все подбегают и говорят, это невозможно. На Мертвом море всегда тишина. Мертвое море не может штормить, вы понимаете? Оно штормит. И такие волны поднимаются. И тогда все спасатели кричат, срочно все выходите из Мертвого моря. И люди приезжают на это Мертвое море лечиться. Они приезжают и погружаются. Они приезжают уже с пораженной кожей. Они приезжают с пораженными суставами. А что же такое пораженная кожа? Это же пораженное женское существо, которое вынашивает ребенка, которое его растит, его выкармливает. И потом это же, собственно, мать видит вот то, что делают с ее ребенком. И как же это можно вообще вместить материнским сознанием? И да, вот евреи, они свой род ведут от матерей. У них самое главное – это мать, и святое – это мать. Именно мать – это женщина, которая дала жизнь. Ну и что? А потом-то что с этой жизнью делают те, кто не являются матерями? То есть что потом с ней происходит? И когда этот шторм начинает разыгрываться, соль поднимается вокруг, я начинаю спрашивать, расскажите мне ваши легенды, что у вас-то получается? Они мне говорят, вот представляете, жена Лота обернулась. Я говорю, почему у нее даже имени нет? Она просто жена Лота. А вообще у вас в легендах есть женские имена? Во всех ваших легендах или нет? Кроме имени Евы у вас вообще никого нет? То есть все остальные это просто чьи-то жены. Они не имеют права на жизнь, такую яркую жизнь, проявленную жизнь. Они должны быть внутри. Их задача вот что-то родить эту жизнь, и потом эту жизнь вот так вот забросить и отдать в чьи-то руки, которые будут распоряжаться этими жизнями, совершенно не спрашивая тех, кто дает эту жизнь, кто дарит эту жизнь. И вот люди ходят передо мной больные, у них ужасная кожа. Это значит несбалансированное женское начало. У них ужасные кости. Они туда и приехали, чтобы эти кости укреплять. И я нахожусь рядом с ними, со своей вот этой идеально мягкой, бархатистой, нежной кожей, и все равно иду погружаться в это море. И что потом со мной происходит, это немыслимо, потому что это ни с кем никогда не происходило. А вдруг эти кристаллы соли вонзаются в мою кожу, и вот до сих пор, уже прошла неделя после моего приезда, у меня до сих пор осыпается соль с кожи. И они мне говорят, как? Кожа же становится бархатистой. Я говорю, ну если ты приезжаешь с идеальным чем-то, все получается наоборот. То есть это ваша
кожа там лечится. А если вы уже абсолютно здоровы, то, конечно, с этой кожей может происходить прямо другие изменения. Значит ли это, что жизнь должна платить смерти? Значит ли это, что для того, чтобы нам оживлять какие-то фрагменты этой жизни, надо обязательно платить собственной жизнью, собственным здоровьем, собственной красотой, собственным совершенством? И то же самое происходит с костями. А кости – это мужское начало. И мужское начало тоже несостоятельно. И вот там собрались больные люди. То есть я все понимаю. Они не состоялись, как мужчина и женщина. И тогда я начинаю делать следующее замещение. То есть я беру снова два дна. Одно дно мужское, другое дно женское. Одно дно сиреневое, другое дно сизое. И в свое время я написала мандалу войны и написала мандалу запрета. Мандалу войны я писала, естественно, рассматривая мужчин. И мандалу запрета я писала, рассматривая женщин. То есть женщинам запрещено одно, второе, третье, пятое, десятое. Мужчина наоборот. Если что не так, ты воюй за себя, ты отстаивай собственные позиции, ты обязан быть воином, так учили мужчину. И дальше третья мандала, которая мистериальная мандала, это мандала паники. Если начинается паника, тогда женщина все равно прижимается к мужчине, говорит: защити меня. А мужчина тогда берет в руки оружие и начинает идти ее защищать. И вот это само состояние, когда нужно было взять мужское и женское, я очень давно занимаюсь этим изучением мужского и женского начала, что я только уже туда не вводила. И постепенно начинаю заменять. Мне-то надо, чтобы все были ритмологами. Но чтобы стать ритмологом, ты должен в себе совместить самое женское и самое мужское, что есть. И вот начало совмещения, оно стало происходить. Вот оно тебе, Мертвое море, и вот они высоты. Пусть эти высоты небольшие, но для Израиля-то они большие. И я нахожусь то на голландских высотах, то нахожусь вот на этом Мертвом море, где минус 400 метров. И снова давит столб воздуха, и я сравниваю состояние невесомости, которую испытываю, когда летаю в невесомости, с космонавтами, и испытываю это состояние, когда я опускаюсь и погружаюсь в Мертвое море, где тебя тоже выталкивает сама соль, выталкивает, и вот тут я начинаю соединять то, что я называю планетой. Есть человечество, которое очень сладкое, и есть планета, которая очень соленая, и сахар и соль надо совместить. И для меня всегда женщина – это нечто сладкое, а мужчина – это нечто соленое. И то необходимо. Но как пройти по этой границе?